Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на канале CryptoStudent. Сегодня у нас понедельник, да, началась новая рабочая неделя. Вот уже октябрь, да, скоро зима. Вот, ну а что же творится на рынке, давайте посмотрим. Биткоин сегодня у нас упал, да, сходил на уровень 49 тысяч долларов. Кстати, поздравляю, мы забрали лонг от 48 до 49. Взяли отличное движение и потом вышли в плюс. И сейчас вот я ожидаю как раз таки возврата на уровень 49, возможно даже 50 тысяч долларов. Не зря я назвал видео, так скажем, 50 тысяч долларов решающая точка для биткоина, потому что у нас здесь проходит линия сопротивления, то есть которая как раз таки нам не дает уйти выше в данной ситуации. Плюс у нас есть еще линия ретеста, да, куда мы можем прийти, это тоже уровень где-то 50 тысяч долларов. Где бы я брал, так скажем, шорт, да, это вот где-то на уровне 49 500 до 50 тысяч 500. То есть, ну и стоп где-то за 51 500 я бы, наверное, рассматривал. То есть я пока жду либо же походу в эту зону, да, либо же уже уход отсюда вниз, да, но уже как раз таки под сетапом. То есть я пока не ожидаю то, что мы пробьем 50 тысяч долларов, потому что там довольно-таки сильное сопротивление. И вот, и если мы как раз таки будем его пробивать, то тогда мы уже пойдем в зону следующего сопротивления. Это где-то район 54-55 тысяч долларов. То есть это обновление хая, да, 53 тысячи долларов и уход выше. Это что касается биткоина, я плюс-минус жду этот диапазон, да, так скажем, либо же мы пойдем сюда и упадем, да, либо же мы пойдем сюда и прорвемся, это плюс-минус уже будет в октябре. Что же у нас случилось на других рынках? Давайте посмотрим S&P 500. S&P 500 у нас все-таки еще есть образование головы с плечами, буквально через 20 минут откроется уже американский рынок, да, это пока у нас премаркет, и если у нас не откупят, да, обратно где-то на 4400, да, то я думаю, мы пойдем дальше валиться, да, и важно нам закрепляться ниже 400-300, да, чтобы уже пойти на 4200, и тогда это будет уже довольно-таки хорошая коррекция, то есть не просто 5%, да, коррекция, а уже будет порядка 7, то есть довольно-таки долго такой коррекции не было, то есть у нас вот была коррекция всегда в районе 5%, да, 5-4% по S&P, вот, больше у нас такой, так скажем, более глубокой коррекции не было, то есть это уже будет означать реальный разворот тренда. Что касается других активов, да, то есть это доминация биткоина у нас пробилась, протестировалась, да, и сейчас мне важно, да, чтобы мы шли выше 44, чтобы мы ушли выше, сломали этот восходящий канал, да, и пошли как раз таки наверх. Если мы пойдем как раз таки в зону 50, да, я ожидаю как раз таки полноценное погружение рынков, соответственно, вниз. Так, давайте включим еще индикаторы. Вот, да, то есть как раз таки мы сейчас стоим на сопротивлении дневного Ишимоку. Что касается общей капитализации, как раз таки по общей капитализации мы пришли плюс-минус по моему плану, то есть я жду образования здесь двойной вершины, да, вот, и как раз таки по ходу, вот как раз таки я ждал зону 2.2, да, мы как раз таки на 2.2 как раз таки сходили. В прошлом обзоре я говорил про эти цифры, вот, сейчас закрепляемся, попыткой закрепиться на дневном Ишимоку, но если он как раз таки пойдет вниз, то это уже будет сопротивление, и мы пойдем обратно сюда, это где-то зона поддержки, вот как раз таки 2 триллиона долларов. Плюс-минус туда я ожидаю увидеть. Если, конечно же, мы сваливаемся ниже 1.8, то мы идем уже где-то на 1.5, и это уже будет полноценный такой хороший слив рынка в порядка 30%. Total 2, для тех, кто, ребят, держит альту, да, мы пришли на ретест, то есть на ретест пробитого тренда, здесь мы его ретестим, да, вот потенциально мы можем сойти еще, конечно, выше, да, образовать двойную вершину, вот, и как раз таки отработать падающий клин, это вот где-то в районе 1.3, 1.35, то есть это поход биткоина как раз таки плюс-минус в район 50 тысяч долларов. Вот, сходим туда, отскочим оттуда, если вниз, то это будет хорошая точка для шорта. Что касается эфира, вот как раз эфир вчера лонганули до 34 в 80, да, это как раз была верхняя граница у нас дневного, да, дневного сопротивления, вот, плюс еще линия ретеста, да, она в потенциале может дойти до 3700, то есть 3700 это такая довольно-таки сильная зона будет ретеста, но что-то я вот думаю, что возможно даже мы выше не уйдем, эфир довольно-таки хорошо катится вниз при сливе биткоина, потому что сами видите, да, биткоин
биткоин, грубо говоря, упал на 0,7, да, в то время эфир упал на минус 1,6. То есть практически, ну, то есть более чем в 2 раза происходит коррекция в случае альтам. То есть если смотреть, да, то у нас все альты довольно-таки хорошо подкорректировались. Что касается BNB. BNB у нас пробил данную восходящую трендовую. Если посмотреть на 4 часах, да, мы пробили. И сейчас, если мы пойдем вниз, то потенциально это выглядит как голова и плечи. Вот, но для этого как раз нужно подтверждение, это уход ниже 410 баксов. Вот. Что касается ADA. ADA у нас на ретесте. Вот, ADA у нас пришла на поддержку, которую мы пробили, да, то есть сопротивление стало поддержкой, и по сути, если у нас биток отлетит наверх, да, в принципе, неплохой претендент на лонг, я бы тогда ставил, наверное, стоп где-то только, наверное, за 2.06. То есть, либо же сюда, но это довольно-таки близкий стоп. Ну, 5-6% для скальпа довольно-таки, конечно, многовато. Потому что куда он может отскочить, это потому что просто обновить этот хай, то где-то в район 2 и 3. Если повезет, конечно, может сходить и на сопротивление, на ретест где-то в районе 2,5 баксов. Что касается Ripple, Ripple у нас движется во флаге, то есть мы вот почти что ходили на верхнюю границу, сформировали, думаю, дивер, да, и как раз после этого дивера мы упали ниже, вот, где-то к 1 баксу. Нижняя граница у нас 0,96, верхняя сейчас 1,1, то есть 1,1 можно порой шортануть, если есть, конечно же, сетап по биткоину, то есть если биток пойдет туда вниз, да, отличная точка, в принципе, будет для шорта. Все-таки давайте буду смотреть на дневном, да, график, чтобы видеть, где у нас есть потенциальные сильные облака и уровни. То есть вот, раз у нас еще верхняя граница, то есть мы сейчас находимся в облаке, то есть как раз если мы пойдем на нижнюю границу, мы еще и свалим с облака, и в том случае, наверное, пойдем где-то на 0,72. Dogecoin. Dogecoin у нас стоит над сопротивлением. То есть, по сути, мы можем пробить, да, но как раз зона ретеста это будет 0.24. Интересно будет посмотреть за Dogecoin, да, сможет ли он, на самом деле, вот если даже так поставим, да, сможет ли он пробить 0.25, да, и уйти выше. На самом деле есть здесь вот эта щель, так скажем, в дневном облаке, да, это плюс-минус где-то середина, да, недели. Если он сможет пробить его, пойти выше, то, кстати, Dogecoin может довольно-таки хорошо помпануться. То есть, это вот где-то в район 0.3 он может сходить. То есть, возможно, его Илон Маск, так скажем, вспомнит, потому что на днях он опубликовал фото, да, со своим щенком, возможно, что-то как раз-таки упомянет и про Dogecoin. Но, кстати, на это фото монеты толком сильно и не отреагировали. Что по доту, да, дот у нас прям вот 2 доджики, да, 2 хороших доджика на дневке. Тяжело ему, конечно, идется. Вот, если краски не сможет уйти выше там 37 баксов, да, то, конечно, пойдет дальше на коррекцию. Но пока, по крайней мере, его удерживает дневной Ишимоку. И где-то вот уровень 28, если мы пробьем, да, то, конечно же, опять пойдем вниз. Что касается EOS, EOS немножко удивляет, потому что смог пробить свое сопротивление, да, вырваться, так скажем, наверх. И сейчас, по крайней мере, пришел в зону ретеста. Вот, то есть, если мы сможем здесь закрепиться, оттолкнуться, да, то, возможно, мы сходим выше. Но, опять-таки, сильное сопротивление на дневке, да, в плане Ишимоку, и это, конечно же, есть. Вот. Ну, а так, да, конечно, это выглядит как ретест и поход выше, плюс у нас здесь проходит поддержка, да, есть поддержка у нас, то есть это стоп довольно-таки супер короткий, возможно, даже, кстати, его возьму сейчас в небольшой в лонг, то есть стоп довольно-таки короткий. Приглядитесь, ребят, если мы, конечно же, не пойдем еще раз вниз и не сходим как-то так, то есть вот так тоже мы можем сходить, протестить еще раз, то где-то на 4,4 мы еще можем сходить и пойти наверх. При том случае, если у нас биткоин пойдет, конечно же, выше 48 тысяч долларов. Сетап довольно-таки неплохой. 1 инч. Похожая ситуация, что и с битком, то есть мы пришли вот на сопротивление, не с битком, а с EOS. То есть мы пришли на сопротивление, пока опять-таки рисуется доджик, но если мы сможем пробить его и протестировать, то это будет хорошая перевернутая голова с плечами, то есть очень даже хорошо будет. Если мы еще сможем пробить 4 бакса, я думаю, 1 инч может показать хороший на самом деле рост. Ну, опять-таки, если слива по битку не будет, потому что все, ребят, у нас зависит напрямую от битка. То есть, если биток у нас пойдет вниз, да, то все, конечно же, бычьи сетапы, да, они сломаются.
Сол пришел, кстати, на мой уровень сопротивления. Это вот 172. Я как раз говорил, то, что он, скорее всего, если рынок пойдет наверх, он отсюда вырастет. То есть вот он вырос порядка на 30%, да, и сейчас здесь как раз таки рисует уже замедление. Если на дневке он нарисует дожик, то как раз таки мы, возможно, пойдем на коррекцию. И если мы сможем сломать данную поддержку, это где-то на уровне сейчас 150-160, да, то мы, конечно же, хорошо можем пойти вниз. Если мы все-таки подтвердится двойная вершина, то я ожидаю Сол увидеть где-то по 100 баксов. То есть по 100, возможно, даже по 80 баксов. То есть цена довольно-таки реально интересная. То есть практически в 2 раза коррекцию. На этом, друзья, в принципе, я все сказал, да, то есть по биткоину жду пока откат наверх. Если же его не будет, то, скорее всего, мы пойдем уже вниз, потому что на дневке мы тоже стоим на дневном, да, и Шимоку, вот, но если мы пойдем довольно-таки вверх, да, то это привет плюс-минус 50, то есть мы можем вот так походить на 50 там, да, и потом свалиться где-то под середину октября, тут есть, в принципе, и щель, да, на дневном и Шимоку, где может произойти хороший пролив, ну, в принципе, что нам до этого мешало для пролива, да, то есть, если нужен будет пролив, пробьют, так скажем, любой Шимоку и так далее, то есть, если подвезут какие-то негативные новости, да, то есть, это будет, конечно же, сделать несложно. Так что торгуйте, друзья, опять-таки не превышайте рисков, потому что вчера, когда я там лонганул, да, многие ребята шортили и как раз-таки закрыли свои шорты, когда нужно было как раз-таки шортануть. То есть, ребят, не делайте так, соблюдайте риск-менеджмент, да, и как раз-таки буквально уже через полчаса у нас начнется обучение, вот, будет первое занятие, вот, так что всем, друзья, хорошего настроения и профита.